Всем привет, добро пожаловать на канал Top Dry Games, с вами Макс, и сегодня мы продолжаем прохождение Need for Speed Payback. Мы все ближе и ближе к финалу, а перед началом стрима убедительная просьба: если вам нравится стрим, поставить лайк, если не нравится, поставить дизлайк. Возможно, вы будете смотреть это в записи, но всем приятнейшего просмотра, и мы начинаем. В предыдущей серии мы проходили погони, в основном такие, да, и драг-рейсинг. Мы успешно это прошли. Мы, кстати, на прошлом стриме купили Lamborghini Huracan под гонки. И она у нас, по-моему, полностью вкачана. Надо будет обязательно еще заехать посмотреть. Но итого у нас 1239 лошадиных сил. Максималка 386 км в час. От 0 до 100, внимание, за 1 секунду. 1,8 секунды. Ну, почти 2 секунды. Это очень быстро. 1/4 мили за 8,53. Мощность тормозов 7,8. Кстати, неплохо. Далее. Но это у нас BMW для погонь. И так как мы сегодня будем проходить бездорожье, раллийные гонки, прикупил Porsche 911 Carrera RCR 2.8. Да, как вы видите, уже какой-то стайлинг на ней присутствует. Я ее сделал в таки раллийном стиле. Вот как раз таки вот этот Porsche принимал участие в ралли когда-то, когда был новым. Вот, и давайте посмотрим, что вообще можно еще по визуальной модификации сделать. Стекла мы, конечно же, тонировать не будем. Крышки капота, вот, грубо говоря, сток. И плюс еще застежки. Только я не понимаю, куда тут еще застежки, ведь и так уже есть спереди капота застежки. Зачем дополнительные застежки, я не понимаю. Вот этот Urban Outlaw и сток, я не понимаю, чем... все понял. Тут бензобак. У него спереди бензобак. Ну и типа оригинал. Ну тоже, видите, видимо, лючок тут какой-то или чего. Но оставим, я думаю... И еще дополнительные опять открывашки. Но они нам не нужны. Я думаю, что оставим стоковый передний бампер. Передний бампер, ну, тоже, знаете, вот этот классный, но, мне кажется, под ралли он вообще не подходит. Я думаю, что мы потом когда-нибудь сделаем спортивную версию под круги, и тогда как раз-таки установим эти бампера. Я думаю, что сток самый норм. Далее у нас фары. Вот, кстати, фары можно сделать желтые. Как раз таки в раллийном стиле. Передние крылья. А что с передними поворотниками стало? Тут еще и наклеечка какая-то добавилась. Speedhunter наклеечка. Это у нас на виниле эта наклейка. Я уже думал, добавляется наклейка. Так, ну. И в принципе расширение, я думаю, нам тоже особо-то и не нужно. Потому что она в стоке. Вот по колесам, я не знаю, колеса я искал, не мог ничего путного подобрать. Тормозные диски, вот единственное, что можно поменять. Поставим Speedhunters и суппорта. Хотя оригинал тоже неплохо. Что у нас тут есть? Оригинальные Porsche тормоза. Суппорта точнее. Я думаю, что их и не видно, и пускай, ладно. Внедорожная резина, так как это тачка под ралли, у нас, естественно, внедорожная резина будет. Так, задние тормозные диски еще надо поменять, и все. Единственное, что мне не нравится, то, что эти шины слишком широкие. А так норм. Фонари задние можно изменить. Кстати, вот, когда ставишь такие фонари задние, очень напоминает победу. Не знаю почему, но у меня почему-то первые же ассоциации с победой. А тут можно, смотрите, вообще целиком жопу изменить. Она станет еще шире. Добавляется такое гигантское антикрыло. Но это тоже точно под ралли не подойдет. Так, номерной знак я убрал. Задняя крышка мне, кстати, нравится. Я оставлю как есть.
Так, задние бампера. А, то есть можно вот эту бленду вставить. Ну, кстати, вот этот неплохой. Но вот почти как у нас стоит, чуть-чуть другой, больше глушаки видно. По глушителям тут ничего, это вообще жесть. Что за проспорт глушаки такие? Но чувствую, прям пушку-гонку из нее можно будет сделать. Диффузоры нам тоже не нужны. Ну и в принципе зеркала оставляем. Да, зеркала оставляем классические. Все, в принципе, наша пушка-гонка готова. По характеристикам у нас пока что почти что топ. Но еще надо уровень прокачать. 384, а всего 399. 695 лошадиных сил, максималка 327 км в час. Это намного быстрее, чем Volkswagen Жук. Разгон до 100. Вот чем это автомобиль шикарен, то что у него разгон до сотни 1,9. Это, блин, как полностью вкачанная ламба. Охренеть. Ну, давайте не будем медлить. Берем Porsche, выезжаем из гаража и погнали тогда гонки. Я заодно посмотрю. Сейчас, Рустам, привет. Я заодно сейчас заеду. Ох, ни хрена себе. Офигеть, вы посмотрите, просто разгон. Это до скольки она до 200 вообще разгоняется? Ну-ка. Раз, два, три, 4, 5. Ну, 5 с лишним секунд. Это до 200 км в час она разгоняется. Охренеть. Это просто монстр. Монстр ралли. Ой, что будет, когда мы сейчас установим? Я надеюсь, что будет. Мы не туда немножко едем. Да давайте переместимся. Я надеюсь, что доступен 19 уровень будет. Я хочу ее на full вкачать, чтобы все... Блин, нет, 18. Ну да, 18. И давайте тогда, наверное, нам нужно тормоза, скорее всего. По ускорению она и так топ. Я думаю, что на торможение нам в идеале еще собирать нужно детали. Напомнить надо. Так, скорость плюс нитро. Скорость торможения, ускорение плюс. Короче, нам нужны чидори, ускорение и торможение, и скорость и торможения. Короче, чидори и next stage нам нужно. Давай переходи на ралли рискованная компания. Сейчас будем... Так, чидори и next stage. Так, ну погнали, 18 левел. Так, выхлоп. Блок цилиндров. Так, блок цилиндров. Блок цилиндров, выхлоп и ГБЦ. Так, теперь next stage поставим. Турбину. Так, турбина есть. Что у нас еще тут есть next stage? Так, блок цилиндров, да, надеюсь? Нет. Эбу и коробка. Так, Эбу и коробка. Во, коробка передач. Во. Коробка передач и Эбу. ЭБУ, точнее. Электронный блок управления. Во, отлично, на ускорение. Итого у нас получается... Что у нас по характеристикам? 733 лошади, 330 максималка, 1,9 до 100 км в час, быстродействие тормозов 9. Ну это вообще топ. Охренеть, мы просто сейчас всех уничтожим, мне кажется. Так, ну что, погнали. Бездорожье. Рисковая компания. Бросьте вызов рисковой компании Лиги гонщиков на внедорожниках, спонсируемых домом. Они известны тягой к неприятностям и разрушениям. Так, где мы тут поближе можем телепортироваться? Вон, на заправочку. И с заправки мы доедем. Ну, сразу скажу, что это намного интереснее, чем Жук. Мне кажется, вообще Porsche это самая топовая тачка под ралли. Саня, привет. И как успехи?
Мне кажется, бандитская гонка уже, наверное, на этом стриме будет. Вроде тут не совсем... Ой. Не совсем много осталось. Блин, тут камни эти хрен увидишь. Думал сократить. Ой-ой-ой, офигеть его заносит, конечно. Надо на газ очень аккуратно нажимать. Все, погнали. Короче, не зря Паша у нас хост будет. И подключаться в российский сервер. Костей, но живем, не сомневайтесь, лучше вас. Деньги в карманах, грязь на руках и синее небо над головой. Мы рисковая компания. Нет, чувак, если ты решил с нами на этом шевролете состязаться, то я тебя огорчу. Ну, Сань, да, это и так понятно было изначально, что надо хост другой был. Я все думал, когда ж тебя тут увижу. Что, ждал меня? А то. Хотел встретиться с прославленным оффроуд-маньяком Шоном МакАлистером. Ясно. Слушай, я гоняться приехал. Да. Но я же не могу с каждым гонщиком ездить. Сперва докажи, что ты на нашем уровне. Как насчет быстро доехать до аэродрома? Это и будет тест. На изи вообще, на изи. Так, выполнить дрифт. Ну, да ладно, поставим так и быть. Докажи, что история о тебе не выдумка. Ну что ж, ребят, первая гонка. Первая гонка на Паршаке. Я надеюсь, он будет топ. Ну, капец, он валит. Как будто по асфальту едешь. Единственная, конечно, сложность — это камни на дороге. Увидеть бы их. Оу-оу-оу. Еще вот такие кочки тут беспонтовые. Я даже сам не понял, на чем она так подпрыгнула. Добавлено в... Да что? Не, жук вообще, ребят, отдыхает. Да что тут камни-то эти? Везде разбросаны. Думал сократить чуть-чуть. Боюсь в поворотах нажимать на газ. Потому что это капец. Очень быстро. Лучше лишний раз притормозить, чем врезаться. А, я еще ее чуть-чуть настроил, так, чтобы у нее как раз таки жопу заносило при торможении. И это прям вот реальный ралли-кар. Вот, вообще плавненько так можно закидывать ее в повороте, ручничок. Единственное, что не надо переборщить. Ну, это очень легкая гонка, кстати. Даже не заметим ее. Несмотря на то, что в начале гонки косяки были небольшие. Вообще успешно сейчас доедем. У нас минута, ребят, в запасе. Охренеть. А, единственное, что я, скорее всего, ставку не... Да. Ставку не сделаю, ну и хрен с ней. Я, кстати, Максимка еще придумал тему, короче, будет 5 команд в заезде. И у каждого свой винил. А там можно винилы делать? Или просто заготовленный? Могу слить инфу по турниру по НФС. Что за инфа? Так, спидкарта. На тормоза. Блок цилиндров на тормоза. Не-не, мы ее менять не будем, конечно же. Мы ее продадим. 16 тысяч, неплохая прибавка. Так, итого у нас еще 5 гонок. 5 гонок. Ну, получается, вот нам же по сути, вот... Блин, я в жизни такого результата не видел в этом заезде. Да ладно, ты просто льстишь. Я брехать не обучен. Вижу, почему другие команды так намучились. Но уж с нами ты повеселишься как нигде. Таких гонок ты еще не видел, гарантирую. У меня опыт большой. Но для уикенда. Опыт, значит.
гелиостанции. Приедешь? Твоей гелиостанции? Именно. Подарок дома. Увидимся там. Нормально, ему станцию целую подогнали. Макс, как там твоя гонка с марионетками дома? Странно. С виду этот Хольцман не козел. Что? Да он по уши в делах дома. Знаю, знаю. Правда ты? Ладно, ладно. Короче, ты за ним приглядывай. Ага. Вот. Как вам такое? 300 километров в час просто по пересеченной местности. Что за дикий аппарат? Мы просто перепрыгнули линию электропередач, охренеть. Несмотря на то, что Хольцман приятель Навара, он обратился к вам. Встретитесь с рисковой компанией у гелиостанций и примите участие в гонке по пустыне. Рекомендуем уровень автомобиля 320, а у нас 399. Ну, естественно, мы сейчас просто всех в воздухе. Ну ладно, давайте поспорим. 7 секунд в воздухе. Надеюсь, тут трамплинов много будет. Гонка будет жесткой. Веселись, команда! Как раз как я и люблю. Она еще так круто смотрится, когда вся такая в пыли, в песке. Ой-ой-ой. Я видел сейчас X6 под оффроуд. Это что-то новенькое. Вообще как стоячего. Хорошо, что у нас тормоза нормальные. Можно вовремя оттормозиться. Но я как только вот напрямики выезжаю, все, в точку просто ухожу от них. Здесь можно срезать спокойно вообще. Чуть-чуть бочком пошли. Так, о, здесь аккуратно надо быть. Оу! Нифига себе, а чё у нее какая жесткая подвеска? Несмотря на то, что она завышена даже. Жук на хвосте. А, я походу понял, почему... Почему у нас такие траблы? Потому что у меня ни одной запчасти на прыжок не стоит. Так держать, Макс. Так бы она намного лучше приземлялась. Ну ладно, если что, будем просто притормаживать перед трамплинами, вот и все. Все, на изи просто. Черт, я неудержим. Мы даже в автологе кого-то победили. И ставку. О, вообще шикардос. Так, спидкарта, давайте левую. Что у нас тут? О, спасибо, это нам не надо. Сдаем. У нас еще лям 200 денег. Мы даже еще можем какую-нибудь машину себе позволить. Но, в принципе, все, что нужно было, мы уже купили. Так, слалом. Полное безумие. Еще какое! Не ожидал, что ты обгонишь мою команду. Будешь дальше с нами гонять, Геннадий? Да. Конечно. Отлично. Нам такие умельцы, как ты, нужны. А? Перед следующей гонкой надо убедиться, что ты хорошо проходишь славу. Увидимся там! Чувак, ну чё, я тебе разве уже не предоставил массу доказательств, что я нормально еду? Что-то все доказывать нужно. Мог бы просто сразу же в первой гонке со мной погоняться. Хольцман разбросал металлолом вдоль трассы, чтобы испытать ваш навык и слалома. Докажите ему, что находитесь в числе лучших. Хольцман у нас, я так понимаю, что ездит на BMW X6. 200 км в час вообще на изи. Нам тут рядом с трассой всякого мусора навалили для смеху. Попробуй выжить. Ребят, вы когда-нибудь видели Porsche Panamera для оффроуда?
зажали. Меня просто зажали. Сейчас посмотрим, сумею ли я их догнать. Ты в порядке? Ни хрена себе тут мусора. Тут еще пылище дикое, просто ни хрена не видать. А нет, X6 это у нас лиана. Как я еще? Все, задание на скорость мы сделали. Кто такой нехороший человек раскидал мусор по трассе? И чё вообще этот мусор делает? Стопорит, что ли? Я что-то не понял. Как будто сейчас, знаете, такое ощущение, как будто играю в Dirt 2.0. Аккуратно. В прыжке... Блин, особо не затормозишь, конечно. Оу-оу-оу, фига себе, чувак, ты наглый. Охренел? Вот и сам полетай. Взял меня, блин, столкнул в обрыв. Козел вонючий. Так. Ой-ой-ой, я подумал, нам налево. Нормально так Фаерледи едет. По пересеченке. Давай, 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 погнали. Закись азота. Блин, этот чел вообще тормозит в поворотах. Я что-то не вижу. Такое ощущение, как будто он просто не тормозя проезжает все. А, все развернуло. Давайте повторим. А, блин. Ну, сложно с ним бороться, конечно. Они в поворотах явно лучше едут. Женя, привет. Помимо NFS играл Гран Туризмо? Да, конечно. У нас немало роликов по Гран Туризмо на канале есть. Есть обзор на первый, на второй Гран Туризмо, на третий, на четвертый. Потом есть Гран Туризмо Спорт. Вообще, свой канал я начинал с Гран Туризмо Спорт. Есть даже 2 ролика по Гран Туризмо 7. Вообще, Гран Туризмо это, пожалуй, самая любимая моя игра. Я не настолько сильно люблю NFS, насколько сильно я люблю Гран Туризмо. Я считаю, это вот одно из лучших игр про автомобили. Да, и, ну, из последних видосов мы проходим Гран Туризмо 4. Решили пойти по классике и пройти 4-ю часть. Так, а в этой гонке что-то я как-то уехал от них. Видимо, первый раз скрипты сильно работали. Я потому что помню, особенно в первом андеграунде, очень чувствовались скрипты, потому что ты едешь, вроде бы все хорошо, ни во что не врезаешься, а тебя боты могут как стоячего просто обогнать и все. У ботов просто, мы же играем с модом Project Unite, у нас же физика сейчас другая.
Воу-воу-воу. А у ботов, я так понимаю, физика та же осталась. Ну или хрен знает, как это работает, но боты здесь в повороты намного лучше входят и не теряют скорости почти. Мне приходится очень сильно тормозить. Не, я что-то в этой гонке очень сильно уехал. Нас даже развернуло один раз. Круто. Как блоуов срабатывать на ней, охренеть. Очень жесткие турбины стоят. Тормози, тормози. Все, тапка в пол, вон и финиш. Все, заезд пройден. Продолжай в том же духе, и еще чуть-чуть, и ты будешь бороться с боссом 1 на 1 в ралли. Ну, я надеюсь, что мы скоро дойдем уже до этого. Залезаю сейчас в ютубчик с вопросом, чтобы посмотреть по ТВ одна лажа. Думаю, может здесь что-то найду. Захожу на канал, тут такая милота. Кайфа не иначе. Вальдемар, привет. Я вот жду оптимизацию RPS3 эмулятора под Гран Туризмо, чтобы можно было запускать на среднем компе. Я тоже, ну слушай, у меня компьютер такой, ну я бы не сказал, что уж прям супер мощный, но, по крайней мере, Гран Туризмо 5 у меня нормально идет. Особенно если ты один едешь, то стабильно 60 FPS выдает. Если, конечно, там гонщики есть, то 40 FPS, наверное. Где-то так. Так, у нас поставка базовая. Давайте ее проверим, что у нас доступно. Жетоны, 20-ка и зеленый дым. Все отлично. Поехали дальше. Трудно поверить, что недавно они были одними из худших водителей. Это как так? Спасибо дому. Он обеспечил нас преимуществом, если ты понимаешь, о чем. Зачем? Не волнуйся, скоро увидишь. Ты же хочешь продолжать гонять, да? А то ты не знаешь. Отлично. Преимуществом, то есть они какие-то читы юзают. Так, короче, что-то не так с этим сельским малым. Что ты выяснил? Пока ничего, но с его тачками что-то нечисто. Я выкладываюсь на всю и все равно с трудом догоняю. Во-во-во, тоже верно, да-да-да. Как? Я заметил такую фигню. Ставлю это без комментариев. Что в первой гонке прям мы наравне ехали, хотя тачка фулл вкачана. Так, вот и гонка, кольцевая гонка. В технологиях рисковой компании есть что-то подозрительное. Продолжайте побеждать в гонках с Хольцманом, пока он не откроет вам замыслы дома. Но он что-то прям такое юзает, видимо. Так, 15 секунд в воздухе, я думаю, справимся. Просто гонка вокруг озера? Вы же вроде как рисковая компания. Нам нужно было тихое место провести испытание. Ну, увидишь. Все ко мне. Увидишь? То есть в этой гонке будут копы? Или что-то... Что-то интересное по технологиям? Воу-воу-воу, какое вы месиво тут устроили. Из-за пыли ни хрена не вижу, что это такое тут творится. Персик. Персик, какого хрена ты на первом месте делаешь? Так, закись азота нас выпрямляет. Вот, как я вам и говорил, что в поворотах они намного лучше едут, чем я. Хотя по такому покрытию тут лучше не поедешь. Гребаный персик. А ну стой.
Они вообще боком не едут, они просто поворачивают и все. Может, конечно, мне попробовать тачку по-другому настроить. А первым еще лучше. Нет, 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 блин. Вот такое иногда бывает. Как бы ты ее не контролировал, ее все равно боком может выставить, и хрен ты ее расправишь. Хотя я так-то не особо отстаю. У нас еще есть шанс догнать его на втором круге. Ну да, он лоханулся. Все, теперь валим на все бабки. На прямых, конечно, у меня идеальное преимущество. Персик, ну-ка пододвинься. Оу-оу-оу, так нечестно. Так нечестно, я тебя не таранил. Так, аккуратно. Аккуратненько. Но, блин, если честно, вот в данный момент очень хочется поиграть в Gran Turismo 7. Но такой возможности не имею. Нельзя облажаться. Блин, у нас еще и ставка не выполнена. Время в полете. Я тут думал, просто трамплинов побольше будет. Мы уже близко к финишу. Три секунды остается до выполнения задания. Стой! Стой! Блин, секунды не хватило. Ну ладно. Так, вот не поверишь, ты своим стримами по пейбеку меня настолько раззадорил, что я в прошлые выходные нашел игрофильм по этому НФС и залип. Мне реально зашла эта сюжетка не хуже, чем тот же Форсаж. Ну, если честно, да, сюжет здесь в этой игре вообще неплохой. Что сюжет, как снято это в 2015 НФС, что тут, это прям, ну, хорошо сделано. Это, конечно, не Unbound. В Unbound это, фу, просто кровь из глаз. Так, что, 2 гонки остается? Тут и озвучка офигенская. Стоп, давай на чистоту. Ты хочешь сказать, что дом заряжает ваши машины? Так, понятно, дом заряжает машину. Я это изначально понял. Как будто, блин, Америку мне открыл. Ты думал, эти селяне сами так круто водят? Братан, как-то это не здорово. Ради мечты на многое можно пойти. Ты же понимаешь меня, да? Что? А, да. Ради мечты и все такое. Ага. У меня есть идея. Следующая гонка пройдет на моей стройке. Участвуешь? Да. Так, теперь настройки. О, Да, тут, кстати, ты асфальт. красавчик. Я еду. Но на гонку же все равно приедешь. А куда деваться? Ты вообще? Даже интересно. Что-то знакомая гонка. В ловушку. Да ладно. Увидимся на той стороне. Ой, чувствую, сейчас месиво будет. О, Персик, ты уже тут? Хольцман пригласил вас на гонку на одной из своих стройплощадок. Да похоже на ловушку. Ну, давайте посмотрим, может копы здесь будут. Unbound мне и сам по себе не зашел, не люблю такое.
сказать, что у него лучший небоскреб на западе США. А пока что наслаждайся гонкой. Кстати, ребят, все обратили внимание на билборд. Я впервые увидел здесь рекламу Ford Mustang электрического. Чувак, зря ты меня позвал, здесь же асфальта дофига. А на асфальте этот Porsche еще лучше едет. Короче, чтобы тачка еще лучше тормозила, просто зажимаешь тормоз и ручник, и она вообще как вкопанная становится. Он сам, блин, заблудился на стройке. Чё за лох? Понтовался перед нами, понтовался, что... Ох, я какой ферзь. Погнали в гонку на моей стройке. А в итоге вообще потерялся просто. Вот так всегда. Гонки с пешками, они сложные. А гонки с боссами это вообще смехопанорама какая-то. Помните, в Pro Street еще такое было? Допустим, король гриппа. Такой крутой весь из себя. Типа, да ты лох, ты ничего не можешь, то все. А в итоге, когда гонка, он вообще в первых же поворотах разложился. Блин, Porsche очень нравится. Так что, ребят, кто решится перепройти или впервые пройти Payback, покупайте Porsche, вообще не пожалеете. Для оффроуда. И я вам скажу, это даже не колхозно выглядит, потому что в реальности Porsche участвовали в ралли. Так, последний круг. Лол, мы его на второй круг обгоняем. Но пока что на ловушку что-то не особо похоже. Если только в конце гонки приедут копы и все. Какая тут ловушка еще может быть? Здесь, конечно, можно сократить, но я что-то все по широкому кругу еду. А вот и финиш, все. Виктор, привет. Да, да. Так и знал, что копы будут. Только вот непонятно, зачем каждый раз мне пихают время? Чтобы я все на время это делал. Но сейчас мы от них вообще на изи уедем. Ну вот и все, мы уехали от копов. Это было намного легче, чем я себе представлял. Мне кажется, маршрут идет к нам в гараж. Это как так? Они меня быстро догнали. Я 320 летел.
Ни хрена себе. Это как? Это как так? Я же его протаранил. В смысле задержан? Плохо. Плохо. Очень плохо. Да охренеть, я просто не заметил, как все быстро произошло. Охренеть, они меня просто каким-то магическим образом догнали. Хотя я ехал неплохо. Я и топил, что есть мощи. Копы, да, тут не, прям вообще максимально неадекватные. Их настолько тут усложнили, что они просто нереально себя уже ведут. Вот он. Пипец, идеально приземлился. Как только копы задействуют Эми, нужно моментально... В смысле? А? Так даже не было... В предыдущей гонке этого не было. Ну ладно. Какие хорошие тормоза у корвета. Давай. Злобный коп, охренеть. Блин, бедный Порш. Так. А ну иди нахрен. Хорошо, что за Кисизоту... Блин, я боюсь их таранить. Просто меня может развернуть моментально. Меня в коробочку пытаются зажать. И у них это... неплохо получается, я вам скажу. Привет, чего решил пейбэк добить? Да, привет. Не успел его протаранить. У меня и время заканчивается, отлично. Пока мы тут с копами боролись, у меня время закончилось. Знаю, в пятом Horizon целых 3 раллиных Порша есть, не считая кроссоверов. Да, как я ранее говорил, что копы здесь вообще максимальный рандом. Они спавнятся просто отовсюду. И ты даже не знаешь, откуда их ожидать. Они тебе в бочину могут в любую секунду прилететь. Я вот не помню, в оригинальном пейбеке они Заки Сизота использовали или нет. Что-то у меня такое ощущение, как будто в Project Unite только они используют ее. Кстати, смотрите, а сейчас заграждения нету. Жесть. Они там 400, мне кажется, летят. Он так еще забавно кренится.
Вот, все, я на пределе. 326. Минус коп. Какой же звук у них охрененский. О, не завидую ему. Давай, 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 Порш. Да, на бездорожье я себя намного лучше чувствую, чем они. Это наш шанс уехать. Все. Отлично. А вот и финиш. Скрылись. Я молния. Блокираторы хреновый. И привет, удачного стрима. Сержант Кросс, привет, спасибо. А копы в этом моде злее или такие же, как в оригинале? О, в оригинале они вообще простые. Здесь в разы они злее. На какой машине очень... на какой машине хочешь завершить игру? Так у нас гонки будут самые последние. А гонки у нас... Для гонок у нас Уракан. Так, последнее задание сейчас будет в оффроуде. Когда сложно, наоборот, интересно. Я люблю, вот когда реально приходится попотеть. Эй, минутку. Это не Хольцман. Ты кто? Человек Так, там важная инфа у нас сейчас будет. из команды. Слушай, мы тебя не особо любим, но то, что Хольцман делает с домом, что-то тут не так. В чем дело? У меня для тебя инфа, считай, знак доброй воли. Хольцман ездит у городских водостоков, придумывает новый маршрут. Хочешь с ним погонять? Езжай туда. Слушай, спасибо. Я прям не ожидал. Не стоит. В смысле, не стоит никому говорить. Так, ну что, у нас гонка 1 на 1. Ну, не скажи, в Payback копы нормальные по сложности, не сравнить с 2015 NFS. Вимото, ну, я тебе в сравнении говорю с модом. Если сравнить их с этим модом, то здесь они просто адские. Один человек из команды Хольцмана намекнул вам на новую секретную гоночную трассу. Отправляйтесь к городским водостокам и бросьте ему вызов. Достичь времени круга 120 секунд или меньше, ну, давайте попробуем. Здесь прям пукан от них подгорает, я тебе скажу. Кто тебя навел? Неважно. Твоей команде не нравятся твои грязные трюки. Хочешь грязные трюки? Сейчас будут грязные трюки. Ой-ой-ой, разозлили малыша. Ути-пути. 14 километров гонка. Чувак, на будущее никогда не прокладывай маршруты по асфальту. Давай, давай. Тихо, 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 тормози, тормози. Что, Хольцман, лишняя железотачка за меня? Это железо стоит больше, чем твоя жизнь. Ну, чувак, у меня паршак подороже, чем твой Шевролет будет. Хотя его пикап тоже неплох. Ты и твоя мелкая Лашпед врезался. меня раздражает. О, что там? Я тебя чем-то огорчил? Когда дом с тобой разберется, ты сам огорчишься до невозможности. Ты, парень, ходишь по тонкому льду. А, у нас круги. Это второй круг еще только. Мне вот не нравится момент, где через водостоки проезжать. Уж на этой физике тут очень аккуратно просто надо будет. Откуда ты знаешь, где мы ходим? Скажем так, у меня есть друзья.
друзья? У всех есть друзья, Хольцман. Не такие, парень. Точно не такие. Ребят, кто играл в Payback, напишите, пожалуйста, на какой тачке вы проходили оффроуд. Отличная трасса. Пожалуй, установлю. А, я, кстати, рекорд круга побил. Тихо, тихо, стой. Кизвый сделали. Здесь с ручничком. И здесь с ручничком. Все, и тапка в пол. Блин, стену чуть-чуть задел. На этот раз лишь ты и я. Я обещал старому другу коллекционеру лично тебя наказать. Так вы старые друзья? Представляю, что у вас. Последний круг. Вот, трасса кончается. Где? А ты оглянись, я прямо за тобой. Ну, оглянулся, тебя нету. Получается, балабол ты? Я лечу! Чувак, нельзя таким быть. Ты, оказывается, балабол. Хольцман. Как-то странно, он даже и не психует. Что так унизительно проигрывает. 2 километра осталось. Так, ручник. Я сейчас прям кенблоком себя почувствовал. А вот и финиш. Вообще на изи. О, Вик, привет. Грязный Привет. со мной не прокатит. Давно тебя не видели. Я проходил на X6. О, мажор. Мажориста на X6. Еще Ford Raptor был, но это в начале самым больше. О, Ford Raptor мне вообще не понравился. Ну, по крайней мере, в Project Unite он настолько ужасно управляется, что я просто один раз проехал и больше не ездил на нем. Честно, я уже позабыл, давно проходил. Из реликвии Bel Air показался неплохим вариантом для бездорожья. О, хо-хо, Авентадор. Купе. Пагани. Я ее вечно называю Хуяра. Но на самом деле правильно говорить Уайра. Ford GT. Блин, офигенные тачки открылись. На поставку, кстати, забрать. Я на Панамерике пробовал, подсмотрел у OnePoint, и мне зашло, прикольно вышло. Неплохо так затащил. Но, слушай, неудивительно, потому что это ж все-таки, во-первых, это Porsche, во-вторых, это, наверное, Panamera, наверное, там полный привод. 10 тысяч, жетоны и подсветка синяя и оранжевая. Вначале точно помню Land Rover. Жук тоже неплохой для оффрода. Ну, кстати, Land Rover получше, чем Raptor. Ты и твоя команда не знаете, во что вписались. Что, не любишь проигрывать? Вы скоро войдете в логово льва. Надеюсь, ты и твои друзья готовы все потерять. Еще раз. Мы вернем себе город, а дом будет подержан. Ты нас не напугаешь. Зря ты думаешь, будто дело только в доме. Но если мыслить твоими категориями, между тобой и гонкой других оффроудеров нет. И следи за слепыми зонами, мы будем за тобой наблюдать. Тогда вас ждет офигительное шоу. Как обычно, угрозы в мой адрес. Но ничего удивительного вообще абсолютно. Так, ну что ж, ребят, у нас теперь остаются только гонки. А для гонок мы берем нашу ламбу.
Да, Ландроид тоже использовал вначале, иногда показался по рулежке лучше, чем Раптор, но в скорости как-то не очень. Еще, кстати, мне очень понравился Жук. Тоже офигенно. Да, Жук тоже неплохой для оффроуда. Жук, мне кажется, Жук и Порш, наверное, самые топовые тачки для оффроуда. Так, теперь опробуем Уракан. Он у нас тоже фуловый. По внешке я его не стал вообще никак колхозить. Просто стоковый внешний Уракан. По-моему, он тоже тут считается одним из лучших автомобилей по рулежке. Ну, сейчас опробуем, не знаю, посмотрим. Тут, блин, наверное, сейчас такие скоростя будут, что только и успевай справляться. Но звук V10 это нечто. Доброго пути. Говорит Так, Куратор. послушаем, что Новости куратор из нам скажет. Даунтауна меня сейчас регулярно радуют. Но вот эта новость восхитила особенно. Мак только что сделал как стоячего Хольцмана из рисковой компании. Не скажу, что мне его жаль. Обращаюсь ко всем. Увидите Мака, погудите 2 раза, сделайте одолжение. Мак, это правда? Ты победил Хольцмана? Ага. Да! То есть, ну, молодец. Все, молодец и все. Ну ладно. Интернет-дива Наталья Нова управляет собственной лигой гонщиков, состоящей из светских львиц и их прилипал. Клубом однопроцентников. Бросьте им вызов и заставьте их сбавить обороты. Погнали. Начинаем через 3, 2, 1. Дамы и господа, вы ее знаете, вы ее любите. Это Наталья Нова. И На вместе Пагани. с ней, как обычно, лучший из лучших клуб однопроцентников. Однопроцентников как-то звучит не очень. Однопроцентник. Как будто какие-то... Боже мой, это ты. Нова. Мы знакомы? Фу, нет. Я бы к твоему ведру и близко... Ты не охренела. подошла. Можно же общаться вежливо. Я не буду вежливой с нулями без палочек, которые ломают мне весь кайф. Но вообще я тебя жду. А, я Тебя и вспомнил твою ее. скучную команду. И Ноль для без тебя я палочки. сверхнова. Так, не сталкиваюсь... Ой, не буду я спорить. Стенс на Пагани это пипец, конечно. Покажи ему, что он мусор. Она еще... Выходит, она лучше, чем Ники выбирает. 4,5 миллиона подписчиков с тобой поспорят. Она еще говорит, что мы 0 без палочки. Ай-яй-яй, как грустно. Просто в точку уехали. Ну и где там твоя Пагани? Там ГТР вроде на хвосте висит. Офигеть! Уракан, он вообще по рулежке резкий такой. Я бы, конечно, хотел купить Koenigsegg Ригеру. Не, ну ГТР, они всегда были быстрыми. Седьмая передача. Можно втопить закись даже. 410 максималочка. Жесть, ГТР не отстает. Я ни одного из вас не пропущу. Капец, как она закладывает в повороты, божественно. Просто успевай от трафика уворачиваться. 500 метров. Вообще на изи. Ну и кто там мусор? Наталья Нова. Сверх, сука.
Клуб однопроцентников, шанс на победу 1%. На регеры хорошо радары проходить. Ага, как раз на регеры львиную долю радаров и зон скорости закрыл. Александр, привет. Блин, но если честно, регера стоит просто конских денег. Мне жалко. Мне кажется, даже на нее не хватит. Она что-то около 2, что ли, или дороже стоит. Вроде даже дороже. Давайте ради интереса посмотрим. Ты победил? Я не смотрела просто. В чем дело вообще? Дело в том, что мне надоело, что каждая шайка неудачников с комплексом героя считает себя какими-то особенными. Регера дешевле, чем Вайра. Сначала этот Гайо был, или как его там, а теперь ты. Ну, кто бы говорил. Ты вчерашний день, и это тебя беспокоит. Только и всего. Ты знаешь, что путь на бандитскую гонку лежит через меня. Я тебе говорю, у нас такие тачки, что к этой гонке тебе путь заказан. Так, ну чё, заезжаем, смотрим, сколько они стоят. Просто в самый конец списка. А у меня еще даже они не открыты. Регера 800? Мне на Регеру-то хватит вообще на изи. Back Customs. Самая дорогая это Aston Martin Vulcan лям. Но я не уверен, что он будет быстрее и лучше. Ну да, он не быстрее точно. Но по рулежке неизвестно, что да как. Но Регера в стоке. Так тут и прокачки-то у нее и не будет. По сути. Но она, наверное, самая быстрая тачка в игре. Кстати, Вайра у меня уже открыта, что ли? Да. Вайра лям 100. Лям 109. Она даже дороже, чем Вулкан. Так получается, Вайра самая дорогая тачка. Так, а кто знает, что лучше, Вайра или Регера? Но она после прохождения игры только открывается. OnePoint, помню, все тачки сравнил по прохождении трассы на время. Да, я помню, у него вроде были такие ролики. В хите точно помню, у него ролики были. Так, тут самая ближайшая точка, это вот сюда. Но, в принципе, пока что меня даже Уракан устраивает, потому что рулежка у него топовая. Но единственное, что мы будем проигрывать по максимальной скорости. Потому что максималка с Нитро 410, а у Регеры в стоке 410 максималка. Вот неизвестно, что у Вары по максималке. Кстати, первый раз, когда я проходил игру, я прошел ее на Mazda RX-7 вообще. Нова продолжает отвергать ваше предложение по участию в гонке. Победите клуб однопроцентников еще раз. Возможно, она вас выслушает. Вулкан вроде не очень. У нее, наверное, и тюнинга, кстати, мало. Любуйся городом, пока можешь, ноль без палочки. О, здесь, по-моему, чисто круговая гонка. Донателло. Сейчас посмотрим, сколько мы... Насколько сильно будем отрываться на этом треке. Воу-воу-воу. Я думал, он немного поплавнее будет. 5 кругов вообще на изи сделаем. Да, хорошие тормоза. Еще один круг. Держать лидерство. Ну, я могу даже без закиси азота здесь спокойно их наказать. Да, кстати, ребята, стоит отметить, что OnePoint, когда проходил, он же проходил стоковую игру, обычную, без мода. С модом тут, конечно, физончик у машин другой. И, возможно, Жрите пыль. времена совсем другие у машин будут.
Ну, то есть таблица лидеров тут поменяется. Какие-то машины лучше здесь управляются, какие-то хуже. Но однозначно могу сказать, что если проезжать ту же самую трассу, где он тестил тачки, то, возможно, даже с этим модом время будет хуже, потому что тебе приходится намного сильнее оттормаживаться в поворотах. Все-таки здесь ты в повороты, как в реальной жизни, проезжаешь, оттормаживаешься и проезжаешь. А в оригинале ты просто их боком закладываешь и все. В Ригера в плане максимальной скорости почти не прокачивается, так как и так предельно. У нее разгон не такой быстрый вначале, но вот рулится прям очень хорошо, высокую скорость держит. А у тебя сложность высокая стоит? Да, высокая. Изначально мы проходили на запредельном уровне сложности, на экстремальном, который добавляет мод. Но тут некоторые миссии настолько баганые, что просто их нереально пройти. Поздравляю, выиграл гонку. Похоже, ты не очень рада. Почему-то не сработало как надо. Вот отстой. Ладно, пофиг, не удалось на этот раз от тебя избавиться. Следующая гонка на гелиостанции. Хочешь, приезжай, хочешь, нет. Мне все равно. Так, вот, по сложности у нас стоит Hard. То есть можно поставить Unbeatable, но он баганный, если честно. Это... Привет, Тай. Короче, там точно что-то не так. Я сейчас снова победил людей Натальи, а она потом сказала, что у них что-то там не сработало. Что не сработало? Не знаю. Она еще говорила, мол, дома какие-то свои ставки в этих гонках. Джесс, что творится вообще? Мы заполучили технологию дома, пытаемся разобраться. Возможно, тут есть какая-то связь. Не выключайся, еще свяжемся. Вот этот Unbeatable режим добавляет именно мод Project Unite. Ну, как я говорил, какие-то гонки нормально проезжаешь, а какие-то... О, я MSX на радаре победил. А какие-то гонки прям что-то, ну, просто невозможно проехать. Там либо настолько копы мощные, либо по времени очень мало дается, ну просто не успеваешь. Я, наверное, мог бы работать на гелиостанции Фортуна Вэлли, если бы хорошо учился в школе. К счастью, я учился плохо. Наталья Нова прикладывает все усилия, чтобы не дать вам нанести поражение клубу однопроцентников. Покажите ей, кто главный, победив ее приятелей. Так, достичь 300 км в час, но я думаю, что мы сделаем это задание. Ой, блин, прости. Тут все поменялось в последнюю минуту. Ты шутишь, что ли? Поторопись, но без палочки. Нельзя пропускать гонку. Блин, такая ночь тут все-таки классная. Освещение прикольное. Но самая топовая ночь это в Need for Speed 2015. Но в Payback тоже неплохо. Вообще игра в разы приятнее, чем, блин, современный Unbound. Ух. Скоро нас ожидает прохождение Need for Speed Heat. Вот очень интересно посмотреть на Heat с модом Project Unite. Кстати, на Lamborghini Huracan очень часто в интернете вижу фотки прокачанных версий. Они снимают задний бампер, втыкают две здоровых турбины и так катают. Ну, либо чисто на настройку ездят без бампера заднего. Но она уж очень зло смотрится. Из нее также выкачивают там 1000-1500 лошадиных сил. Но управляется она очень шикарно.
Задание со скоростью я даже не заметил, как мы выполнили. Ой-ой-ой. Такое случается, когда ручник передержишь. Добавлено время. Так, ну, успеваем. У нас еще в запасе времени целая гора. Еще темнее стало. Пять километров. Тоже легкая гонка. А, кстати, вот именно с этим модом у меня не получалось нормально проехать гонки Кастрол. Там 3 гонки. Отключаешь мод и вообще запросто проезжаешь. Да и в целом так-то даже без мода физика здесь лучше, чем в 2015. Ну, то есть я когда первый раз проходил ее без мода, ну, вполне комфортно было. Ну, а в 2015 я прям страдал. Я там. Теперь можно начать реально. Да, Payback реально вот карточки все портят. Вот была бы нормальная прокачка, и цены бы этой игре не было. Так, продать. Доберитесь до точки. А, сейчас гонка будет. Пыль? Пыли ты наглотаешься. Не сомневайся. Какая-то тупая блондинка. Не сталкиваться с машинами и выиграть гонку. Ну, давайте попробуем. Единственное, что могу сказать про хит, Ну что, легенда новые вернулась. подколки будут, Наталья? А, да, Денис, привет. Они, если честно, уже надоели пихать BMW из Most Wanted в каждую серию. Даже в Grid Legends есть BMW из Most Wanted. А, то есть тут ботов тоже нельзя таранить было. Черт, это что было? 18-километровая гонка. Ну, здесь чисто по автостраде лететь, я так понял. А, нет. Догоним, догоним. Так, Корвет, давай до свидания. И Уракан, ой, Уракан-то мы уже догоним. Ой-ой-ой, это было близко. Меня не догнать. Все, теперь просто тупо газ в палас и летим. Единственное же минус какой лично для меня, это вот на большой скорости нужно очень прям аккуратно нажимать на курок, чтобы повернуть, потому что ее начнет кидать в противном случае.
мной. Да, без окиси азота сразу сдувается. Воу! Есть, я первый. Есть, я первый. Тормозим. Не в то время, не в том месте. Мне там некуда деваться было. Я не ожидал, что лимузин будет перестраиваться влево. Евангелин. Да ну, что-то как-то легко. Наверное, было ставить опять unbeatable уровень сложности. Уже недолго, жги дальше. По стеночке было быстрее проехать. И 500 метров, 400 метров, 100, финиш. Я прошел ее на R34 с движком 2JZ GTR, ну да пофиг. Вообще-то BMW M3 GTR не MV впервые появилась. Просто MV более популярна, чем остальные игры, в которых она была. Ну, Most Wanted, да, считается вообще самой популярной игрой. Я имею в виду, что постоянно она в раскраске из Most Wanted появляется. Во всех НФСах. Даже в том же Grid Legends. Я-то про то, что говорю, что там именно такая раскраска есть. Так, дневник, поставки. Нам нужны поставки. Базовая поставка какая-то новая. 10 тысяч, жетоны и гудок. Все понятно. Ну что, ты небось собой доволен? Можно и так сказать. Надеюсь, все твои однопроцентники это видели. Им не интересно, как ноль без палочки гоняет со своими худшими родителями. Зато знаешь, кто все видел? Некая мисс Лина Наварро. А ты откуда знаешь? Скажем так, у дома в этой гонке своя ставка. Ладно, ноль без палочки, улыбнись в камеру. Она всегда включена. До следующий год. Кстати, еще в плане оптимизации она, по-моему, неплоха. Нова выяснила, что Наварро уделяет пристальное внимание вашему противостоянию с клубом однопроцентников. Победив их еще раз, вы дадите понять дому, что не намерены шутить. Раскраски из Most Wanted сделаны на основе реальной ливреи гоночной модели. А что там, если с нее убрать логотипы спонсоров, то будет очень похоже на вариант из Most Wanted. А что за команда на ней ездила? Мак, а какую следующую гоночку начнем проходить на стриме? Ну, во-первых, мы еще тест-драйв Unlimited не прошли. Следующий стрим будет по Unlimited, наверное. Потому что там нужно задания попроходить и доставки повыполнять. Естественно, после прохождения Payback у нас будет Need for Speed Heat. Что еще у нас на стримах будет? Не знаю, может Gran Turismo будет. Посмотрим. Уход 28 километров гонка. Automation обязательно будет.
Еще хочу стрим по стрит-легалу. Вообще, в целом, я хочу стримы провести даже по классическим Need for Speed'ам. Там по High Stakes, по Porsche Unleashed хочу попробовать. Только там, конечно, геморройно с настройкой игры, чтобы Full HD она нормально пошла. И 60 кадров было. А так еще, в принципе, мы Race Driver, ой, тьфу ты, Grid Legends проходим. Но у меня пока что подписка закончилась, так что я еще пока не решил, как дальше поступить. NFS Hit покупать как просто игра или в качестве подписки EA. Если мы берем подписку, то мы сможем и Grid Legends еще попроходить. Да, ребят, не забываем, что в это воскресенье будет турнир Поток Race Driver. Что конкретно там будет? Это будут гонки NASCAR по 30, там, по 40 кругов. Так что все желающие можете перейти в наш Discord канал и почитать конкретно про турнир. В это воскресенье около, во сколько часов? В 8, наверное, по МСК, либо в 9. Будет 10 участников и 2 человека в жюри, так сказать, наблюдателя. Километров. Там Джесси все пытается меня догнать, но у нее не особо это выходит. У вас нет шансов. Напокупали машин, а умение ездить не купили. Да, я что-то не помню, на чем Джесси едет. На Уракане вроде. А, ГТР. Засмотрелся. Я иду за тобой. Но за 10 километров успеем ее догнать. Даже не переживая насчет этого. Фу-фу-фу. Так. Джесси, привет. А вот и мы. Блин, офигеть, ГТР по максималке-то вообще офигенный. Мы его еле-еле догоняем. О да, я первый. А, она еще передачу переключила. На 7-ю, походу. Че, слипстрим не помогает тебе?
Оу. Врезалась. Ну, кстати, все равно вот мод Project Unite в 2015-м NFS покруче. Покруче там, конечно, и музыка заменена, и в целом поприятней там. Вы издеваетесь? Так. Если не ошибаюсь, то заводская команда BMW была и ездили они в американской серии Le Mans. Надо будет поискать. Гоночная M3 GTR была в Total Immersion Racing, Air Racing Evolution, GTR 2, дорожная в GT4. А в GT4 тоже гоночная была. В FM2 еще гоночная версия была. Я только с GTA 5 вылез. Да, в GTA 4 и та была. Жюри Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Притом, самое интересное, в GT есть еще M3 CSL. Так вот, она всего на 10 слабее, чем GTR. На 10 лошадей. Так, а чё винил для ламбы не поставил? А я не нашел красивого винила. Мне ламба нравится вот как она есть. Просто ламба изначально красивая. О, ребят, последняя гонка. И я так понимаю, после этой гонки открывается финал. Отстой, отстой, отстой! Не Никто психуй. не сучкой связался, ноль без палочки. Погнали! Может, когда я тебя сделаю, ты мне расскажешь? Золотая что тут ламба. происходит? Мы что, Эрик Давидыч? Глядишь, тебя больше людей полюбила бы. Наталья, внимание, тут жаждет только один из нас, и это не я. Ой, ну все. Не, золотая ламба. Это уже колхоз. Мне хватило золотого Авентадора. Я на GT лично ездил, очень хорошая машинка, но дорогая пипец. GT, Александр, GT, что именно GT? Да, здесь Гелендваген золотой и Авентадор золотой мы похищали. Наконец-то вы разозлили Наталью Нову. Настолько, что она согласилась на гонку с вами. Пора подрезать крылья интернет-королеве. Победите ее в гонке 1 на 1. Новую я ее обошел на Sky в цвет баклажана R34, если что. Денис, я впервые обошел ее на Mazda RX-7. У меня даже где-то скрины этой Мазды есть. Сейчас будешь гоняться с победителем бандитской гонки. Я так люблю слушать, когда ты несешь... О, смотрите, билборд какой классный. Волк Рейсинг 21А. Реклама дисков. Какого черта? Ты что, стримишь? А, мы тоже стримим. Интересно, как она из тачки стримит. У нее там в бампере камера, что ли, стоит? Наверное, прикольно провести стрим из тачки во время гонки. Просто ее моментально развернула и все. Машину мою видишь? Я еще даже на газ не нажала. Так в том-то и дело, что я твою машину уже не вижу. Пора бы уже тебе и на газ нажать, и закись азота подрубить, и, не знаю, там, авиационное топливо заправить, чтобы у тебя там мотора на одну гонку хватило. О, спасибо за пожертвование больше, чем есть. Еще $5, и я твою любую песню, которую захочется. Что добавить пятерку? Вот как ты умудряешься одновременно рулить и стримить? Так в том-то и дело, что она рулит и стримит, и у нее это не особо хорошо получается. Она где-то на старте заблудилась.
Чего там она стримит, непонятно. Вы, наверное, все помните Тайлера по его ужасному проигрышу несколько месяцев назад. Смею заверить вас, сейчас он такой же, как и пустота. Скажи что-нибудь еще, Брэдли Палыч. Оставайтесь с нами. Сейчас ваша суперзвезда погаснет. Да, она не просто погаснет, она на мелкие атомы развалится. Да, детка, погнали. А Пагани ее в утиль отправим. Дети мои, вы готовы? Сверхновая сияет ближе к финалу. Не сомневаюсь. Я ее даже на карте, ребят, не вижу. А про пользователей кому будет трудно, когда ноль без палочки выйдет из игры? Выиграй сперва, потом поговорим. Выиграю. У нас подгон от дома. Я не проиграю. Вы, кстати, заметили закономерность всех Need for Speed'ов? Там постоянно ваши главные соперники из себя что только не корчат. Балаболят, а в итоге настолько сильно сливают. Все, Наталья, конец видео. Господи, он еще и колобкует. Этого не хватало. Да, я Петросян. Интересно, сколько вообще разрыв? Как неудобно, когда в гонках не пишется, сколько между тобой и твоим соперником разрыв по секундам. Или хотя бы по расстоянию. Ну, можно сказать, финишная прямая почти. Унизили ее. Эту Наталью. Все, финиш. Шоу окончено, Наталья Нова. Хотя рейтинг на Sky 299. Вот машины новые получше, чем в Ориге. Камера и ноут за чатом. О, Вольф ТФК из карбона. Не, Пагани к цыганам. Nissan GT. Я на треке на нем катал. Немножко страшно было и адреналинчик получил. Nissan GT... ты имеешь в виду Skyline, да? Чё, все, получается, Наталья наказана. В 1% клаб. Ух, вулкан у нас открылся. Астон Мартин вулкан. Макларен P1. И Porsche 918 Спайдер. А вроде можно было тачки боссов себе заполучить. По-моему, здесь нет. Бандитская гонка. Морган участвует. Неважно. Мы его победим, а потом я приду за тобой. Боюсь. Кинцо. Последний элемент головоломки. Выиграешь, и дом заполучит весь Сильвер-Рок. Проиграешь, и дом обанкротится, выплачивая выигрыш мне и всем прочим. Твое казино? Ты хочешь поставить... Ва-банк. Бандитская гонка моя. Хочешь сглупить? Пожалуйста. Фу, а ставка-то большая. Что скажет твой босс? Когда я отдам ему твое казино, что захочу, то и скажет. Ну, будем надеяться. Пусть победит сильнейший. Сильнейшая. Мой Варик, вулкан, бери ее. Да... Тайлер? Привет, Тай. Кто это? Ты меня не узнаешь? Обидеться, что ли?
боссы уже ноют, что я стала твоим пресс-секретарем? Голос улиц. Твоя команда попала в бандитскую гонку. Вы смогли. Я бы вас поздравила, но вам еще ох, как бороться. Знайте, что в городе у вас есть друзья, и они видели, на что вы способны. Доброго пути, Тайлер Морган. Просто эту тачку, ее погани, я точно помню себя в гараже. Да, слушай, вот смотри, мы переходим в гараж, и там не будет ни одной тачки боссов. Тут единственное только реликвии, и все. Я не помню, чтобы здесь выигрывались тачки боссов. Ну вот смотри, так, обменять машину со склада. Ну вот, видишь, Мы в нету. гонке. Ребята, вы смогли! Одуреть можно! Мы все смогли, Джесс. И ты тоже вместе. Отлично. Приезжайте на аэродром. Пора продумать нашу стратегию гонки. Договорились. Нету. Не знаю, откуда там у тебя она была. Может, я что-то здесь не выполнил? Да, вроде бы все выполнил. Фиг знает. Вам доверили представлять Фортуна Вэлли в бандитской гонке. Встретитесь с командой и спланируйте окончательное свержение Навара и дома. Они вроде Дом как... ударит по нам в полную силу. Ждите машин с блокираторами и полицию повсюду. Джесс, все готово? Ты им будешь не по зубам. Отлично. Мак, Все готово. Я с бандой устрою копам веселую ночку. Раф, Я приготовил небольшой сюрприз, на всякий случай. Кстати, Тайлер, когда будешь знать, какие машины возьмешь на гонку, настрой их как надо. конечно, мы посмотрим еще раз. Ну тогда все. Пора разрушить дом. Так, а тачку под драг-рейсинг нам надо или нет? Если надо, то надо тачку под драг-рейсинг покупать. А, ну как брошенные тачки, да, я совсем забыл, что здесь еще брошенные машины нужно. Так, сейчас главное нам посмотреть, какие нам нужны вообще машины. Потому что если нам потребуется машина под драг-рейсинг, то я бы под драг что-то бы посвежее взял. Так, для начала телепортируемся сюда. Потому что под дрифт у нас нормальная машина, под гонки у нас тоже топ. Под оффроуд тоже топ. Вот главный вопрос машина под драг, потому что у нас были проблемки. Сейчас посмотрим. Макс, я скажу тебе один сюрприз, драг и дрифт не нужны. А, да? Тогда изи. Все состояние Шулера вложено в последнюю гонку, и на кону стоит судьба Фортуна Вэлли. Выиграйте бандитскую гонку и разрушите дом. Не парься, когда игра еще поддерживалась, тачки домов, как и другие раритетные авто, добавлялись как заброшены каждую неделю. В самых неожиданных местах. Теперь всего этого уже... ну да. Точно. Я уж совсем забыл про это. Вулкан. Да почему ты думаешь, что он не вывезет? Мы можем купить... не Вулкан, а, наверное, лучше Вайру купить. Погани. Да хотя нет, ну смотри, я на RX-7 проходил это. Так что я думаю, что на Уракане мы справимся. О, кстати, бездорожье тут будет. А, только 2 машины. Так это фигня. Я смотрю, ты все же добрался до старта. И я намерен втоптать тебя в грязь. А тут лошадиные силы не особо Все решают. водители хотят тебя сделать. Все копы в городе жаждут твоей крови. Ты лишь очередное препятствие на моем пути. И скоро удача тебя оставит. Вот тут ты ошибаешься. Понимаешь, дело не в удаче. Как вам причесон у нее?
Джесс? Мак? Вот. У тебя получилось, Тайлер. Удачи. Как я уже говорил Наварро, удача только что. Ну, сейчас посмотрим. 25 километров. Ну, так тут и противники-то такие же машины. Тоже Уракан, R8. R8 это тот же Уракан, только дешевле. Спасибо, Джесс. Но есть лишь один способ это сделать. Я гоняю, чтобы выиграть. Шо, Штайлер? Так, а кто там первый едет? Кто-то очень далеко уехал. Я надеюсь, ты не думал, что я буду играть Ченселота? А как ты можешь еще играть? Вышибалы дома едут. А, вышибала это фигня. Надеюсь, брат. Мне там пара таких знакомых. Хольцман, Васильев, Нова, уничтожьте его. Да ты, наверное, Смотрите, 0 без О, еще пытается... старые друзья. Мистер Морган, вы готовы свести штаны? Коллекционер вызвал громил, но я здесь, чтобы справиться. Вам не жалко свои машины? Без проблем, и она направляется прямо к Тайлеру Нову. Вот мне бы было жалко Вайру калечить. все, отъездился. Гонщики, наш парень Тайлер взял на удивление мощный старт. Он лидирует с самого начала, но он не намерен играть честно. Оставайтесь с нами. Лол, что? Я еду 340, меня просто догоняет пикап Шевроле. Аэродинамика, да пошла ты нафиг. Все, его развернуло. Бандитская гонка. Ну и где все бандиты? Делаешь успехи, Тайлер. Ты первый после половины первого этапа. Ты не думай, что победишь, ублюдок. Не-не-не-не-не. Я тебе не дам проехать. Как плотно мы с ним едем. Все, он разложился. Спасибо. Главное выиграть. Если я потеряю казино, то к черту я лично заставлю тебя. Я шучу. Я не шучу. Я шучу. Я не шучу. Не, чувак, ты знал, на что ты шел. Я тебя не заставлял ставить казино. Я ни одного из вас не пропущу. 5 километров.
Блин, по-моему, на RX-7, когда я первый раз проходил, было намного сложнее. Чё тут вообще не потерялись? Видишь первый этап из 3 бандитской гонки. Если вы думаете, что он был трудным, дождитесь этапа по пересечению. Вот этап по пересеченке, наверное, сложный будет. Почти во всем условии. Ты в числе лидеров. Ведь твой внедорожник идет. Вперед, вперед! Тихо! Хотел красиво в первом повороте боком заложить. Передержал ручник, как обычно. Все, финиш. Тайлер Морган выиграл первый этап бандитской гонки. О, я уже вижу два знакомых имен и фамилии. Бык и Купер. Тебя догнал C10. Может, у него мотор реактивный в кузове у пикапа. Да, движок от КамАЗа, только оборот Чего вы побольше. ждете? 1200 Отбивайтесь! кобыл. Зовите другие команды. Что значит их всех уделали? Эх, Какая злая. Уля-ля. зовите наших друзей в полиции. Пусть не пропускают никого, кроме нашего человека. Макс NFS 2015 коп-стрим будет? Да, будет. Гонщики пересели на внедорожники. Скоро все будут в грязи по уши. Именно так, как я люблю. И они отправляются по бездорожью. Так, теперь у нас оффроуд. Вот оффроуд мне здесь не особо нравится. Грандмастер. Уху. В смысле? Я ж приехал. Чудеса на виражах. Сейчас бы мог за границы трассы вылететь. Телепортировался на первое место, это как? Я Адам 35, у нас нарушители движутся в сторону аэродрома Сигме-3. Веду погоню. Другие гонщики не нужны. Доставьте Тайлера Моргана. Диспетчер, повторите. Прошу подтверждения приказа. Подтверждаю, Адам 35. Так, а вот копы это уже плохо. Тайлер Морган, основная цель. Оу. У них блокираторы. Не переживай. Защита тебе, по идее, поможет. Адам 13, блокиратор не действует на машину подозреваемого. Адам 13. Да не надо меня таранить. Нет, диспетчер, но автомобиль подозреваемого, похоже, не поддается. Пытались вырубить электронику. Не сработало. О, отлично. У меня антиблокиратор стоит.
Что-то вы, ребята, очень плотненько тут. Хватит меня постоянно разворачивать. Пока там мешкался с копами, меня, блин, обогнали. Эти копы уже стали реальной проблемой. Продержись до аэродрома. У нас есть небольшой сюрприз. Пора выложиться на всю. Мне тут в Антуне Белли все копы дышат в шею. О! Старые друзья. Мы будем нападать на копов, пока они не станут нас преследовать. Ох, ни хрена себе. Прикроем тебе спину, брат. Брат за брата, за основу взято. Остался один круг, чтобы все изменить. Начиная смена докладов. У нас Лабольния едет из Брэкстона через озеро Нью-Хейвен. Это круг Пусельский. У нас тут почти копы. Идут за нами в даунтаун. Поезжай, брат, и выиграй гонку. Ой! Шумовая бомба летит! Нарвем сильную Кэндию на части! Серебряная шестерка в барио! Мы тут копов поймали, и они все дрожат, как мы. Кто знал, что поступать по закону может быть так приятно? Учись, малыш Тай! Я броня 22. Мы ведем несколько погонь по округу и центру города. Прошу срочную поддержку. Ситуация опасная и развивается быстро. Очень разберетесь. Отправьте все доступные машины за Морганом. При всем уважении, мэм. У нас несколько безрассудных водителей ставят под угрозу государственную собственность. Машины местности. Положение критическое. Вас поняла, броня 22. Красный код. Всем патрулям в районах с 1 по 4. Срочно задержать всех нарушителей. Вернуть Фортуну Вэлли под контроль. Приятно видеть, что у нас много друзей в долине. Брат, мы тут все за тебя. Иди и побеждай. Так не зря я сколько тут гонок проехал. Нашего парня Тайлера не остановить. Он тройки выше, несмотря на помехи коп. 5 километров. У нас борьба с жуком. У этого паршака слишком много дури, его боком постоянно выставляет. Стараюсь газ в поворотах прям еле нажимать. Близится финиш внедорожного этапа, и Тайлер в тройке лучше. Он все еще может сделать рывок. Два километра. Теперь удержаться за первое место. Так, ну асфальт это прям моя стихия. Кто займет первое место во втором этапе бандитской гонки, тот встретится лицом к лицу с прошлогодним чемпионом. Будет ли это Тайлер? Согласно магии куратора, все знаки указывают, что... Хорошо справился, Драй! Ура, брат! Спасибо за помощь, брат. Все. Е. И Тайлер Морган Макс, выиграл походу, те внедорожный копы делают этап фистинг. бандитской гонки. 25 тысяч все. А чё как мало? Могли бы побольше за бандитскую гонку дать. Их отозвали? Скольких? Всех? Знаете что? Неважно. Я лично с ним разберусь. Ты осталась одна девочка. Какой прекрасный звук у Макларен P1. А
Как ты свой лого в Origin запихнул? В личном профиле редактировал. Чемпиона прошлого года в финальном этапе бандитской гонки Лину Наварро. Ну что, Лина? Сведем с тобой счеты. Поехали! Что ж, теперь лишь я и ты, Наварро. Ты видел, какие технологии в наших машинах? Но у тебя нет шансов. Я все равно выиграю. Тайлер, Тайлер, Тайлер. Ты же справишься, да? Ты справишься. Еще как верю. Я тебя вырежу, Капец она. технологиями в этой машине я буду контролировать каждый результат, каждый гонки в дальнейшем. Я их скоро пытался сломать. Теперь моя. Нет, если я смогу кое-что. О, я умоляю. Даже ваш друг Шулер знает, что он просто неправильно выбрал союзников. Я побеждаю, Морган. Мне даже руль держать не нужно. Технологии не сравнятся с навыками. Посмотри, Наварро, ты проигрываешь. Хочешь пожестче? Давай пожестче. Знаешь, я все еще помню тебя в баре. Гонки с Джесс и ребятами. У тебя был талант. Теперь ты не можешь выиграть гонку без трюка. Против таких людей, как ты и я, Морган, всегда играю честно. Я не могу себе позволить быть бабушкой-однодневкой. Я решила присоединиться. Бабушкой-однодневкой. А я решил бороться. Вот почему мне пришлось дать твою команду, Тайлер. Ты мой билет в баре. Теперь ты за это заплатишь. Ой, умоляю. Да, ты в гонку попал. Что, у тебя нет шансов? Ты лишь последний лежачий полицейский на моем пути к вершине. Увидим на финише. Не надо давать ей проехать. Но у нее машина быстрее. Я уже решаю. Я сам разберусь. Что ты хочешь сказать? Поздравляю, Морган. Ты собираешься победить моего гонщика. Похоже на то. Морган, я пригодился человек твоих талантов. И станешь богаче, чем можно себе представить. Но есть условия. Небольшое. Ты должен проиграть гонку, Ты не можешь меня заменить. Я тебе весь город дала. а теперь все потеряешь из-за своих проклятых менталитетов. Спасибо за предложение. Я пас. Ну чего ты хочешь? Славы? Денег? Голову Ленина, блин? Все будет. Выкладывайся на всю. Тогда я буду знать, что моя победа заслужена. Надо же так было под конец гонки разложиться, а? Лина Наварро впереди. Давай, Тайлер, за всех нас. Блин, я думал, перестроиться можно. Ах. Так хорошо ехал, блин. Гребаный трафик. Она, блин, еще под конец обогнала. Я ее хотел не пропускать, не успел. Замена на чемпиона прошлого года в финальном этапе бандитской гонки Лину Наварро. Ну, блин, Макларен, конечно, валит, дай боже. Ну, по максималке явно быстрее. У вас, ребята, нет шансов! Что ж, теперь лишь я и ты, Наварро. Ты видел, какие технологии в наших машинах? У тебя нет шансов. Ну, плюй как хочешь, я все равно выиграю. Тайлер, Тайлер, Тайлер. Ты же справишься, да? Еще как верю. А, я помню, кстати, когда первый раз проходил, я ее так затаранил, что ее развернуло, Я буду и контролировать она меня каждый результат. не смогла догнать. Этот город пытался сломать. Может, так же попробовать? Нет, если я смогу кое-что сделать. О, я умоляю. Даже ваш друг Шулер знает, что он просто неправильно выбрал Денис, союзников. спокойной ночи. Я побеждаю, Морган. Мне даже руль держать не нужно. Технологии не сравнятся.
Ты сама в меня врезалась. Технологии не сравнятся с навыками, это верно. Знаешь, я все еще помню тебя в баре. Гонки с Джесс и ребят. У тебя был талант. Теперь ты не можешь выиграть гонку без трюка. Против таких людей, как ты и я, можно. Я играю нечестно. Я не могу себе позволить быть бабушкой однодневкой. Я решила присоединиться к победителям. А я решил бороться. Вот почему мне пришлось стать твою команду, Тайлер. Ты мой билет из баре. И теперь ты за это заплатишь. Но, умоляю, да, ты в гонку попал, это круто. Но больше у тебя нет шансов. Ты лишь последний лежачий полицейский на моем пути к вершине. Увидим на финише. Что-то она потерялась. Ты сказал мне, что все решишь. И вот что в итоге. Я уже решаю. Нет. Я сам разберусь. Что ты хочешь сказать? Поздравляю, Морган. Ты собираешься победить моего гонщика. Похоже на то. Морган, мне пригодится человек твоих талантов. Ты будешь лучшим гонщиком в городе и станешь богаче, чем можно себе представить. Но есть условия, так? Небольшое. Ты должен проиграть. Ты не можешь меня встретить. Я легко раздала. А теперь все потеряешь из-за своей проклятой вендетты. Спасибо за предложение. Я пас. Брось, Морган. Ну чего ты хочешь? Славы? Денег? Голову Лилы на блюде? Все будет. Выкладывайся на всю. Тогда я буду знать, что моя победа заслужена. Это еще не конец. Тайлер Морган впереди. Блин, непонятно, вот Тебе сегодня нужно проиграть. предыдущую гонку она охренеть как ехала. Тут буквально один раз накосячила и все, потерялась. Изи. Да, да, да! Тайлер Морган! Тайлер Морган побеждает лидера Навару в бандитской гонке за Сильвер Рок. Какой чудный день! Ты где? Твоя чертова пари нас уничтожила, Навара. Мне придется отдать все, чтобы с этим разобраться. Дому теперь ни к чему улицы, и ты нам тоже ни к чему. Как так? Я столько работала. Все, чего ты достигла, дал тебе я. И теперь я все забираю. Раз так, вы сгорите вместе со мной. Знаете, сколько у меня компромата? На всех вас! Мне не стоило тебе доверять. Больше такой ошибки я не допущу. Ну что, Тайлер, мы выиграли гонку, разрушили дом. Что будем делать дальше? Есть одна идея. О, а быть не может. Но сначала, кто первый до аэродрома? Серьезно? Я чувствую страх. Логично. Я теперь чемпион. Я бы говорил. Ну все, тебе конец. Ну что ж, ребята, всех поздравляю с завершением прохождения Need for Speed Unbound. Что хочу сказать по поводу этой игры. Конечно, ну, сейчас будем говорить чисто про оригинальную версию без мода. Когда после 2015 вышел Payback, это, конечно, прям заметно такой скачок по карте, то, что тут карта охрененская. Мне кажется, что сюжет подразумевал продолжение. Ну, тут такое, знаешь, 50 на 50, потому что эту Лина Навара, она
я так понимаю, схватили. Вот, и дому пришлось все отдать. Но, возможно, месть дома или как-то так. Какой Unbound, ты хотел сказать, Payback? Ой, тьфу ты, да, Payback. Точно, Payback. Уже совсем заигрался, так сказать. Payback. Карта здесь офигенская карта, очень разнообразная. Кайфово по ней катать. И в свое время... Там еще после титров будет намек на продолжение. О, значит, мы обязательно досмотрим титры до конца. Значит, что еще хочу сказать? Ты DLC для нее проходил? Не, DLC не проходил. Я так понимаю, там карьера как бы, да, своя? Или сюжет? Или там просто гонки и все? Просто есть ли смысл DLC проходить? Вот когда я впервые в нее поиграл, я бы не сказал, что она мне очень сильно понравилась. Но сейчас с модом Project Unite мне она даже зашла. Вот пока что в моем топе Need for Speed'ов получается на первом месте, скорее всего, не знаю, первое место кому отдавать. Need for Speed 2015 с модом Project Unite и NFS Most Wanted. Вот. А на втором месте, наверное, Need for Speed The Run. На третьем месте, наверное, Payback. Там небольшая отдельная сюжетная ветка Замака с гонками в стиле Джимханы проходится довольно быстро. Джимхана будет. Ну, возможно, если я возьму подписку Play, то, возможно, и DLC пройдем. Потому что отдельное DLC покупать не хочу. Вот, а по подписке можно будет в нее поиграть. Вот, а что мне понравилось то, что здесь реликвии есть. И то, что ты можешь себе собрать. Грубо говоря, ты можешь вообще тупо на реликвиях можешь игру проходить. Собрал реликвии под все виды заездов, прокачал их на максимум и проходишь. Тут, в принципе, можно пройти игру на любой тачке. Просто все зависит от уровня сложности и, естественно, от твоих навыков. Ну, а мод Project Unite прям добавляет прям красочности. Прям управление такое, я, ну, не скажу, что реалистичное, но более приближенное к реальности. Мне тачки там понравились, они универсальные, валят по бездорожью и по асфальту. Можно дрифтовать уверенно. То есть там машины нужно под определен... Ну, то есть добавляется новый вид соревнований, я так понимаю, да? И то есть новый тип автомобилей. Ну, прикольно так-то. Я, когда у меня была еще на Xbox, когда эта игра у меня была, я не покупал это DLC. Да, отдельный класс добавляется. Ну, блин. Заинтересовали. Возможно, когда будет подписка, то мы пройдем DLC. Но на нем потом хорошо добивать вольных гонщиков и испытания на карте. О. Кстати, а что дает тебе, допустим, если добить вольных гонщиков и испытания? Там какие-то бонусы ведь должны быть, да? За испытания, по-моему... Ну, естественно, поставки ты получишь. А что еще? Потому что везде машина себя хорошо проявляет на любых покрытиях и в любых испытаниях. Там, кстати, допустим, в Need for Speed 2015 было, типа, еще более сложный уровень. Типа как... В Need for Speed The Run открывается уровень Extreme. Также в Need for Speed 2015 появлялся он еще типа более сложный уровень. То есть все гонки заново тебе перепроходить. Вот, а здесь решили после прохождения игры добавить еще DLC, связанное вот с этими трюками, с Джимханой. Следующая часть на прохождение — это у нас хит. Также будем проходить с модом Project Unite.
Ну, конечно, хит уже подиспортился. Сюжет там тоже есть, но сюжет там похуже. И в целом игра, ну, хуже стала. Ну уж про Unbound я вообще молчу. Тут еще надо плакаты ломать, как в Burnout Paradise. Да, тут, в принципе, много всяких второстепенных заданий. Радары, дрифт-зоны. Меня прав лишили, теперь я пешеход. Я на фуре аварию объезжал по встречке, а там ДПС. Мне сказали, что нужно было стоять и ждать, когда всех растащат, а умения... А у тебя скоро портишься груз. Охренеть. И насколько тебя лишили? Там что, двойная сплошная была? Это, получается, ты, считай, работал. Это ж у тебя основной заработок. Блин, это очень хреново. Вот не очень люблю Payback за вторичность. Да... Вообще, последние НФСы уже не такие, как были раньше. Да и вообще, в целом, современные игры уже не такие, как были игры в начале, там, 2000-е, 2005-е. На фоне NFS 2015 это, конечно, явный прогресс, но это максимальный копипаст одновременно с Crew и Horizon. О, про Horizon я вообще молчу. Horizon это просто копипаст на копипасте. Единственное, что там обновляется, это карта, добавляются машины, ну и по сути все. Просто тупо каждый год, ну не каждый год, несколько раз в несколько лет тебе дают ту же самую игру, просто с другой картой и там чуть-чуть улучшают графику и все. Вот The Crew 1 и The Crew 2, там прям разница колоссальная. Вообще в плане Crew, там охрененская карта, что в первой части, что во второй. И мне вот чем прикалывает второй The Crew, то что там разнообразие прям колоссальное. Ты и на мотиках, на кроссовых, на лодках катаешь, на самолетах летаешь. NFS раньше там не было разметки, в общем-то. Но они доказали, что я виноват, точнее, мы на стрим машины было. А ты можешь подать в суд, да. Апелляция в суд, да. Если там разметки никакой не было, то... Тем более авария была. Я думаю, что суд восстановит ваши права и вернет, наверное, водительское удостоверение. NFS раньше задавала тон в аркадных гонках, а теперь, чтобы выглядеть приемлемо, она начисто копирует идеи более молодых конкурентов. А мне кажется, NFS Unbound это последний NFS, и, возможно, мы его больше не увидим. Что, кстати, вот очень обидно, то что очень мало выходит гонок. Прям вот с гонками проблема. А если и выходит, то не особо хороший. Я, кстати, еще до сих пор не опробовал новый Dirt. Надо будет обязательно его попробовать. Ну что, начинай новую часть. Ну, новую часть, скорее всего, на следующей или через недельки-две мы начнем. Ее еще надо приобрести. Вот. Капец, конечно, тут титров. Решение бизнес-вопросов. Цифровая платформа, коммерция. А, еще, кстати, во всех старых Need for Speed'ах офигенная музыка. Что они сделали с музыкой в NFS Unbound, я просто ржу. Вы вообще вот слушали саундтрек в Need for Speed Unbound? Это ж такая дичь. Так жанр сам себя изжил, ничего нового придумать нельзя. Вот и выпускают одно и то же. Так, выпускали бы они ремастеры, либо ремейки хотя бы. Блин, тот же Need for Speed Underground можно было перевыпустить. Тот же Most Wanted можно было перевыпустить. И я уверен на 100%, что он бы зашел. Блин, вот Мафия первая.
Вот что они с Мафией сделали? Это ж офигенно. Почему с Need for Speed так нельзя сделать? Да вообще со всеми гоночными играми. Ну, не знаю, тот же Midnight Club новый, допустим, да, или просто перевыпустить Midnight Club. Что еще там такого? Ну, Grid, ладно. Это продолжение Токи. Dirt тоже. Что у нас еще такого крутого? Что-нибудь можно было новое уже сделать с играми про дальнобойщиков. Тот же ETS уже обновить, а то он уж очень старый. Вообще моя мечта была, знаете какая? Это Need for Speed Underground с графикой современных Need for Speed'ов, с видом из салона, как в Need for Speed Shift. Ну, также смена дня и ночи, смена погодных условий и так далее. Вот это прям моя мечта всегда была. Это скорее вопрос того, любишь ты гонки или нет. Если любишь, будешь играть дальше. Вот ремастеры это еще хуже, на мой взгляд. Да нет, не скажи. Смотря какой ремастер. Его можно сделать качественно, можно некачественно. Если... Да взять ту же, допустим, GTA-шка, да, Definitive Edition. По сути-то графика... Единственное, что там персонажи убого сделано, а в целом-то графика там вообще офигенная. Просто хотя бы подтянуть графику, и все. И там высокополигональные модельки добавить. Ну, можно поработать в этом направлении. Не знаю, что они тупят. Они думают, что это нерентабельно или чего? В чем загвоздка у них? Гонки мы, естественно, будем играть дальше. Пусть даже будет что-то похожее, но суть в том, что есть игры, которые задают какую-то новую планку, и остальным можно подбираться к ней. А вот NFS как-то особо не пытается. NFS в свое время задал планку. Я не графоман, поэтому я старые игры перепрохожу. Да я тоже, слушай, не графоман, ну просто все равно приятно играть, когда у тебя уже современные технологии в играх. А так, да, ну старые игры даже сейчас не впадлу играть в тот же Underground, да и в более старый, да даже в Gran Turismo 2 спокойно можно играть и не париться. Это уж кому как. Да уж, блин. Надеюсь, я все-таки надеюсь, что Need for Speed будет, но что-то как-то, смотря на Unbound, уж сильно все печально. Жаль, что проект Джимхана так и не выйдет в свет. Потому что Кена уже нет, хотя игра должна выйти 2023 года июль, но не судьба. Так слушай, а Джимхана-то все равно будет в любом случае. Там, по-моему, Трэвис, чувака Трэвис зовут. Там же вообще Джимхана вышла вот на этой электрической Ауди была. Ну, сам Кен Блок ее снимал. А потом вышла Джимхана, где чувак с именем Трэвис, я не помню фамилия, он на старом Субаре катал. Вот там вообще охрененная Джимхана была. Скоро, кстати, выйдет же Forza новая, Forza Motorsport. Но я вообще на нее ставки не делаю, что игра будет нормальной. Ну, графика там, да, крутая, но Forza Motorsport испортилась, начиная с 5-й части. После 5-й части там настолько убогая физика стала, что ты как будто по маслянистой дороге едешь. У тебя масло разлили и на дорогу, и на колеса, и у тебя машина боком постоянно едет. Даже, блин, MX-5 боком валит, как будто в ней там 300 сил. Капец титров.
Ребят, напишите, какие игры в данный момент вы проходите. В смысле Кена больше нет? Я на днях наткнулся на его канал в ютубчике. Вальдемар, в новогодние каникулы он погиб. К сожалению. Как говорится в новостях, его придавило снегоходом. Я не знаю, насколько это правдивая информация, но то, что он погиб, это 100%. Ему было 50 с чем-то лет. Под конец зашел. Саня, ты пропустил самое интересное. Вы разыграли свой ход против дома элегантно и беспощадно, мистер Уир. Тайлер Морган достоин похвалы. Он может быть полезен в будущем. Знаю. С коллекционером покончено. Вы выиграли свое пари. Добро пожаловать в Аркрайт. Ну да, намек на продолжение тут. Только они так и не сделали его, походу. Бандитская гонка, задание выполнено. О, и Ригера открылась у нас. Бэк кастом. Доброго пути, гонщики. Это голос улиц. И сегодня этот голос поет. Дом в пролете. Улицы сказали свое слово. Они хотят, чтобы Тайлер Морган участвовал в бандитской гонке. Наша любимая команда победила во всех состязаниях. И теперь Тайлер выйдет против лучших гонщиков страны. Даже если слухи о том, что дом мухлюет на гонке, правдивы... В смысле? Это, по-моему, устаревшая информация уже. Это... Нет, Радио опаздывает. Мы уже всех Тайлер, прошли. Улицы сказали свое слово. Пора разрушить дом. Типа, мы не настаиваем. Я уже разрушил дом. Вы выиграли бандитскую гонку и разрушили дом. Коллекционер бежал. Уличные гонки в Фортуне Вэлли вернули себе былую славу. Пришло время собрать реликвию вашей мечты, по максимуму проявить себя в заездах и погонять с друзьями и другими водителями со всего мира в сетевом режиме All Drive, где можно как устраивать гонки, так и просто хвастаться своей новой машиной. И онлайн режим в этой игре полное говнище. А мы тренировались. Я вот только сегодня видел видос, где он в 5-й Horizon играет. Я вчера видел этот видос. Макс, мы, короче, проехали и заметили особенности игры. Рекомендуется выставлять лог кадров на 60 FPS. Я сейчас прошу... Я сейчас прошу на PS1 Need for Speed 4 часть. На 120 там. Так, ну чё, у нас получается все тут пройдено. Мы, грубо говоря, тут, кстати, можем перепроходить старые заезды. Старые, да. Все старые заезды доступны. То есть их можно перепроходить сколько угодно. Без лока там 1000 было у чела, который был на RTX 3080 Ti. Фига себе, 1000 FPS. Охренеть, там настолько плавно это все. Это у нас задание просто от копов гонять. К сожалению, доставки автомобилей у нас... Испытания есть у нас, но... Да. Но я так понимаю, что доставки машин у нас тут нету. Итого, блин, по деньгам, кстати, вообще фигня. За бандитскую гонку могли бы побольше нам денег отслюнявить. Кстати, Макс, а где ты набил столько жетонов для рулетки? 214 жетонов? Так выпадали с поставок. Это я еще потратил. Я, наверное, 50... Ой, даже больше. Я, наверное, 100 жетонов потратил, как минимум, еще.
Вот, и, короче, вот с поставок у меня навыпадало. Кстати, еще одна поставка у меня есть. Сколько тут дается? Ну, бывало поболее жетонов давалось. У нас еще премиум поставки было. Да, после прохождения в пейбеке, конечно, делать особо нечего. Онлайн тут неинтересный. Ну, вообще онлайн мне не понравился. В онлайне решают только чисто топовые тачки. Там Koenigsegg, Ригеры, либо что еще. У меня просто делюкс версия была, там сразу куча поставок идет. Но даже когда я их все открыл, плюс с других поставок, которые потом заработал, мне кажется, столько не набиралось. Ну, блин, видимо, мне просто повезло, что так навыпадало. Потому что я больше ничего такого не делал. Чисто проходил карьеру и все. DLC будет. DLC, скорее всего, да. Когда я куплю подписку, чтобы у меня опять делюкс версия. А то у меня... Я купил обычную версию игры. Играл. Потом купил подписку EA Play Pro. И у меня игра стала делюкс версией. Потом подписка, месяц прошел, подписка закончилась, и у меня снова обычная игра. То есть я не могу сейчас войти в это DLC. Видите, мне предлагают ее купить. Сколько она стоит? 400 рублей? Но надо будет на платиру посмотреть. Зимбер, привет. А еще были на выходе игры, что не хватает бабла на покупки и жетонов, и гринда типа много. Да, мне рассказывали, что как только игра вышла, там с карточками вообще проблема была. Ну, как чемпион Северока себя чувствует? Очухался после вечеринки? Еле-еле. Так у Навара были тачки с автопилотом? Она правда думала, что так тебя победит? Тачки с автопилотом. Тут есть. За ними будущее. Черт с два. Наша команда. Вот за кем будущее. Теперь, когда мы пнули дом под зад, брат, какие у тебя планы? Хоть раз буду наслаждаться городом, как хотел. Приятно будет гонять, когда гонщики не хотят меня размазать. Рад за тебя. Я кучу бабла считаю. А ты же... У брокера все накрылось, так что я, может, открою мастерскую? Джессика Миллер и легкий путь. Ну да, куда катится мир? Так и не понял, как так получилось у этих игроков за всю карьеру ни разу не убивался в гринд. Всего хватало и денег, и жетонов, если только спускать все сразу. Тогда, может, будет не хватать. Слушай, там вот эта проблема была, как только вообще игра. В первые дни выхода игры была проблема. А так, да, вот я вообще без проблем. У меня лям 800 денег. И у меня целый гараж тачек. Причем я мог вообще бесплатно катать. Причем фишка Project Unite мода это то, что все начальные тачки у тебя есть в гараже. То есть тебе вообще машины не надо покупать. То есть вот этот 3/4 Sky, Bel Air, Nissan Fire Lady, BMW M5, они у тебя уже есть в гараже, как только ты начинаешь игру. Но я этим не злорадствовал, я покупал, ну, играл честно и покупал тачки. Я так к чему я сказал, что нужно локать кадры. В общем, в Наскаре становится управление лучше и скорость больше держать на поворотах. Но я думаю, что локать кадры на 60 FPS надо. Вот. Получается. Удачи, до новых стримов, услышимся, Александр, давай, до свидания. Так, ну... Payback мы особо забрасывать не будем, потому что впереди еще у нас будут тесты автомобилей. Так же, как и в Underground 2, мы будем делать таблицу времен, какая машина быстрее, какая медленней. Посмотрим тюнинг, потому что в Project Unite, мне кажется, тут на некоторых машинах тюнинг немножко, скорее всего, я думаю, отличается. А так тут больше особо делать нечего.
Ну что ж, ребят, будем заканчивать сегодняшний стрим. В целом мы его провели с пользой. Мы допрошли, наконец-таки, Need for Speed Payback. И у нас остается один последний Need for Speed на прохождение. Это Need for Speed Heat. А так мы прошли все Need for Speed, начиная с Underground и заканчивая Unbound. Единственное, вот только Heat у нас остается. И то, я думаю, что он не особо длинный, мы его быстро пройдем. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Хорошего завтра вам всем дня, учебы, работы. Всем спокойной ночи. Увидимся на следующих видосах, на следующих стримах. Пока-пока. Я не помню, а ты прошел Undercover? Да. Зимбер, все прохождения есть. Плейлисты, посмотри, в плейлистах он есть. Все, ребята, всем спокойной ночи.